Современная наука не стоит на месте. Каждый день нам приносит множество удивительных и порой революционных открытий, о которых мы сегодня с вами и поговорим в очередном майском выпуске медицинских новостей. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Активность клещей в 2016 году бьет все рекорды. Вирус Зика все ближе и ближе к Европе. В России скоро заработает телемедицина и многое другое. Всемирная организация здравоохранения выступила с тревожным заявлением. По мнению ее эпидемиологов, вирус Зика может в ближайшем времени распространиться в некоторых европейских странах в связи с летним потеплением. Хотя в целом пока риск остается на уровне низкий и умеренный. В общей сложности в зоне умеренного риска находится 18 стран. К ним относятся Франция, Италия, Испания, Греция, Турция. И из этой группы в наибольшей опасности Франция. Далее, по мере убывания риска, расположились Италия, Мальта, Хорватия, Израиль, Испания, Монако, Сан-Марино, Турция, Греция, Швейцария, Болгария, Румыния, Словения, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина и Черногория. Низкая и очень низкая вероятность вспышки вируса Зика отмечается еще в 36 странах. Томские ботаники обнаружили, что вещество, содержащееся в растении борец бородатый, оказывает противотревожное действие, сопоставимое с действием транквилизаторов. Ученые Сибирского ботанического сада намерены создать искусственную популяцию этого растения и обеспечить фармакологов сырьем для создания нового антидепрессанта. Как оказалось, многолетнее травянистое растение семейства лютиковых может стать настоящим спасением при лечении тревожных состояний. Вещество, полученное из ядовитого борца бородатого, справляется с проблемами пациентов при отсутствии ярко выраженного седативного эффекта и побочных последствий. В скором времени ботаники произведут первый посев борца бородатого, затем из выросших растений ученые отберут самые лучшие экземпляры. Они составят основу искусственной популяции, говорится в отчете Томского государственного университета, проводящего исследования. Британские эксперты призывают не употреблять в пищу абрикосовые косточки, хотя те и полны питательными веществами. В косточках были обнаружены высокие уровни цианида, а это чистый яд. При их потреблении происходит накопление цианида уже вследствие расщепления компонентов косточки. Как показали исследования, если за раз съесть 10-15 косточек, то можно столкнуться с побочными эффектами вроде онемения пальцев. А вот 30 косточек уже могут убить. Цианид провоцирует тошноту, лихорадку, головные боли, бессонницу, нервозность, мышечные боли и снижение давления. В отдельных случаях он убивает. Европейское агентство безопасности пищевых продуктов советует не потреблять взрослым более половины большой косточки, а детям больше маленькой косточки. Профильный комитет Государственной Думы по охране здоровья поддерживает концепцию законопроекта Минздрава о внедрении в России дистанционной медицины, которая, как ожидается, расширит доступ граждан к медицинским услугам по всей стране. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Сергей Фургал по итогам расширенного заседания в Нижней палате парламента на тему телемедицина, проблемы и перспективы. Мы поддерживаем полностью концепцию законопроекта Минздрава. Телемедицине быть, ее надо развивать. Но однозначно в этот законопроект комитетом будут внесены изменения и дополнения, сказал депутат. Речь идет об оказании медицинской помощи дистанционно, через интернет. Как подчеркнул глава Думского комитета, учитывая географическое положение Российской Федерации, необходимо внедрять телемедицинские технологии. Медицина не может стоять в стороне от новых достижений и прогресса, отметил парламентарий. Однако, по его словам, в законопроекте важно учесть тему защиты персональных данных пациента. Ведь, как отметил Фургал, врачебную тайну никто не отменял. Необходимо проработать этот вопрос, поскольку информация о пациенте будет проходить через телекоммуникационные каналы, добавил он. Кроме этого, в документе необходимо учесть, что телемедицина – это медицинская услуга, и нужно конкретно прописать, как она оплачивается, отметил депутат. При внедрении телемедицинских технологий в России необходимо также предусмотреть положение об ответственности врача, считает он. В итоговом варианте законопроектом нужно учесть все эти моменты, подчеркнул Фургал.
Врачи из Индии и США запускают проект «Реанима». Специалистам разрешили работать с 20 пациентами в состоянии клинической смерти после черепно-мозговой травмы. Исследователи намереваются использовать ряд процедур и методов лечения. Так, пациентам будут делать инъекции стволовых клеток и вводить коктейль из пептидов в мозг. Пептиды собираются ежедневно доставлять в спинной мозг пациентов с помощью помпы. Инъекции стволовых клеток планируют делать раз в 2 недели в течение 6 недель. Доктор Химаншу Бансал, возглавляющий исследовательскую группу, сотрудничает с биотехнологическими компаниями Revita Life Sciences и BioQuark Incorporated. Врач утверждает, ранее ему почти удалось вернуть к жизни мозг 2 пациентов. Так, вероятно, скоро ученые одержат победу над смертью. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году от присасывания клещей пострадали 57 тысяч человек, включая 9200 детей. Так, если на 22 апреля было зафиксировано около 12 тысяч обращений к врачам в связи с укусами, то за последующие 2 недели показатель вырос почти в 5 раз. Сообщается, что зафиксировано 6 случаев энцефалита в Санкт-Петербурге, Томской области и Республике Тыва, и 172 случая заражения боррелиозом в Московской, Калужской и Калининградской областях. По словам экспертов, сейчас клещи очень опасны, так как аномальное для этого времени тепло значительно активизировало жизнедеятельность клещей. Чтобы пострадать от клещей, не нужно заходить в лесную чащу. Контакт возможен на индивидуальных садово-огородных участках, в парках, скверах и даже в квартире. Новая терапия, использующая силу полиовируса, может в ближайшее время заменить обычную противораковую терапию. Основная проблема – вирусы не должны вредить организму. Их единственная задача состоит в прицельном воздействии на раковые клетки. Существует всего несколько вирусов, отвечающих данным требованиям. Сотрудники университета Дьюка генетически изменили полиовирус, и сейчас его проверяют против глиобластомы, рака мозга. Вирус был обезврежен за счет внедрения части вируса, вызывающей простуду. Получившийся вирус назвали PVS-RIPO. Обычно вирус поражает все раковые клетки из-за наличия на поверхности клеток рецепторов к вирусу. Рецепторы позволяют вирусу проникнуть внутрь клеток. Новый вирус PVS-RIPO обладает этой способностью, притом убивая клетки рака, но не повреждая здоровые. Далее свою работу уже делает иммунитет, удаляющий вредоносные агенты. Как показали предварительные эксперименты с одной пациенткой, терапия позволила уменьшить размеры ее глиобластомы за 21 месяц. В итоге опухоль исчезла. Эффект сохранился 3 года спустя. Уже давно не секрет, что питание, гормональный статус и психологическое состояние матери влияет на структуру органов, клеточные реакции и экспрессию генов у ее ребенка. Ученые из Джорджтаунского университета выяснили, образ жизни мужчины может привести к эпигенетическим изменениям в ДНК его спермы и, следовательно, повлиять на геном его ребенка. Исследование показало, если отец алкоголик, у новорожденного может быть диагностирован фетальный алкогольный синдром, несмотря на то, что мать ребенка никогда не употребляла алкоголь. Кроме того, прием спиртного отцами коррелировал со снижением массы тела ребенка при рождении, уменьшением размера мозга и нарушением когнитивных функций. По словам ученых, преклонный возраст отца увеличивал риск аутизма и шизофрении у его детей. Примечательно, режим питания в подростковом возрасте может как увеличить, так и уменьшить риск сердечной смерти у его детей и внуков. Отцовское ожирение оказалось ответственно за увеличение количества жировых клеток, нарушение метаболизма, диабет, ожирение и рак мозга. Также и психологический стресс отца приводил к возникновению проблем с поведением у его потомства. Сотрудники Гарвардской медшколы и Массачусетского технологического института разработали невидимую эластичную пленку, которую можно закреплять на коже с косметической целью избавления от морщин и мешков под глазами. Идея в том, что после нанесения пленка визуально полностью сливается с кожей, имитируя молодую кожу. Помимо косметических целей, ученые говорят, что их разработка может быть использована для доставки лекарств и для защиты от солнца. Пленка представляет собой полисилоксановый полимер, который был получен за счет использования молекул силикона и кислорода в качестве строительных элементов. Специалисты протестировали прототип продукта на добровольцах. Средства наносили в зону под глазами, на предплечье и ноги. Получился слой, дышащий и защищающий от внешних воздействий. Пленка удерживает в коже влагу и способствует восстановлению эластичности. Как показали тесты, с пленкой кожа была более эластичной, пропадали морщины. Так как пленка не видна, ее можно носить весь день. Ей не страшны пот и дождь.
На сегодня это все. Еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем, можно узнать из нашей группы ВКонтакте, ссылка на которую будет под описанием к видео. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Здоровья вам!